Ребят, всем привет! В этом видео сегодня я вам хочу рассказать о том, стоит ли изучать русский язык в текущей международной ситуации или нет. Перед тем, как начать видео, коротко о себе. Я итальянец, я люблю русский язык, я полиглот и говорю на 14 языках на разных уровнях. Наверное, вы же знаете, что русский один из моих любимых языков. И поэтому я решил записать это видео для того, чтобы вам рассказать несколько причин, благодаря тому стоит изучать русский язык. Давай начнем. Во-первых, даже сегодня, на сегодняшний день, когда международная ситуация очень сложная, очень некрасивая, как вы все знаете, стоит изучать русский язык, потому что русский один из самых распространенных языков в мире после английского, испанского, китайского и хинди. На русском языке говорит больше, чем 300 миллионов человек, то есть очень много людей, не только люди, живущие в России, а также люди из Украины, люди из Казахстана, Киргизстана, Латвии, Эстонии, Белоруссии и других стран европейского континента и Средней Азии говорят по-русски. Поэтому русский язык очень популярный язык, на нем говорят многие люди, и поэтому знать русский язык означает возможность практиковать практиковать этот язык очень часто со многими людьми. Во-вторых, это тоже очень важно, русская культура очень богатая культура, и по-русски писали многие писатели, например, Достоевский, Толстой, Булгаков, Бунин, Тургенев, Пастернак и так далее. Все эти писатели писали по-русски очень красивые, великолепные книги, романы, рассказы, повести, и поэтому знание русского языка помогает читать эти шедевры на русском, в оригинальном языке, поэтому стоит изучать русский. К тому же есть много певцов, есть художники, которые нарисовали картинки, прекрасные картинки, например, Левитан или Шишкин, Айвазовский. Все эти люди говорили по-русски, и я думаю, что стоит знать такой красивый язык, на котором говорили великолепные деятели, как, например, эти художники. Это бесспорно, что русская культура очень богатая, что она очень интересная, и поэтому стоит изучать русский язык для того, чтобы открыть для себя эту красивую и интересную культуру. Знание русского языка – это личное обогащение. К тому же, как говорится, учение свет, а не учение тьма. Во-третьих, связано с первым пунктом, как я раньше сказал, можно практиковать русский язык практически везде, потому что русский язык к широкому ходу, особенно в Европе. Например, поедете ли вы в Латвию или в Эстонию, вы можете использовать этот язык практически везде. В Риге, в Таллине больше, чем половина жителей говорит по-русски, и поэтому можно практиковать язык. Даже в Италии есть много русскоязычных людей, которые здесь живут или сюда переехали после начала войны. То есть есть много беженцев из Украины, есть много людей из России, которые покинули страну, потому что они против войны.
И поэтому использовать этот язык в Италии возможно. И я очень часто говорю по-русски с людьми, которых я встречаю даже случайно на улице. Еще можно практиковать язык онлайн, потому что есть много приложений для того, чтобы найти партнеров русскоговорящих. И поэтому шансов много. И надо просто начать изучать этот красивый язык. К тому же, я также думаю, что нельзя обвинять одного народа из-за амбиций политической элиты РФ. То есть, если русские одобряют текущую ситуацию в Украине, не все за войну, есть много людей, которые против войны, они просто боятся высказаться против войны, и поэтому они ничего не говорят, они не ходят на митинги, потому что они боятся. И поэтому я думаю, что просто несправедливо сказать, что все россияне, все русские одинаковые, все они нехорошие люди. Это просто не так. Если там есть много хороших людей, много адекватных людей, и поэтому с ними надо дружиться, надо с ними общаться, обменяться идеями, обменяться мнениями. И знание русского языка очень много помогает обменяться мнениями и общаться с ними. А наконец-то я бы сказал, что русский язык, поскольку этот язык очень распространенный в мире, это межкультурный язык, международный язык. Это даже язык мост. Я бы так высказался о том, что русский язык знать нужно для того, чтобы просто соблюдать текущую ситуацию со всех сторон и стараться дружиться с русскими, стараться понять точки зрения, которые, может быть, отличаются от наших. И это обязательно не значит, что мы должны с ними согласиться. Но все-таки коммуникация даже во время войны очень важная. Мы должны общаться и стараться понять друг друга. Вот, это было все. Поэтому было ли у вас такое решение, то есть вы не знаете, стоит ли изучать русский или нет? Я громко вам скажу, да, стоит изучать этот красивый язык, и нужно прямо сейчас начать изучать этот красивый язык. Если вы не знаете, как изучать русский, у меня на моем канале есть много видео с ресурсами. И если вы говорите по-итальянски, можете даже со мной начать изучать этот язык. И что еще можно сказать? Вы можете даже начать изучать украинский, как я сам сделал. Я продолжаю изучать русский язык до совершенства, потому что я хочу достигать уровня C2. Еще начал изучать украинский, и знание русского очень много помогает в изучении украинского языка. Это все. Это было все. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если вам понравилось, дайте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И оставьте комментарий, если вы хотите со мной связаться. Если у вас есть вопросы или, не знаю, если вы просто хотите написать обратную связь, я с удовольствием буду читать все ваши комментарии. И вот все. Увидимся скоро. Пока-пока.